Вот это конец духовного зуда. У меня были эксперименты по заходу вот туда, прям на самые высокие уровни, но в этот раз это было совсем другое. Полгода мы штурмовали высшее я. И родственные души, где контакт с божественным, с абсолютом, вот там вот самым-самым верхним. И вот он особенно раскачал. Там нету даже высшего я. Там нету, в принципе, ничего, и одновременно есть все, и ты ходишь и смотришь на все предметы вокруг, как на проявление божественного. Но одно дело говорить, а другое дело ты прям становишься этим потоком. Ты прям становишься и проживаешь это. И самое главное, тебя как бы вот в это состояние входишь и не выходишь из него вообще. Но вести людей к высшему я зачем? Вести их как бы в состояние божественного зачем? Эгоцентрический ум, он сгорел вообще полностью в ноль. Дорогие друзья, привет! У нас долгожданный гость. Это Данила Григорьев, с которым мы очень давно не виделись, и вы с ним давно не виделись на моем канале, по крайней мере, и мы с ним давно не виделись. Я очень рада приветствовать тебя. Расскажи, где ты был, куда ты пропал? Я пропал на полгода, где-то, да, примерно на полгода. Я сидел в джунглях и смотрел на джунгли. Давайте на минуточку еще важную вставку, да, может быть, кто-то все-таки не знает Данилу, обязательно посмотрите наши другие совместные видео. Данила один из самых сильных практиков, кого я знаю, кто уже больше, наверное, уже не 11, а 12 лет, да, ведет школу 13, высшего... 13. Формально 13 лет ведет школу высшего я, у него 1000 учеников, которые тоже 5000. приходят, 5000 учеников, которые тоже приходят к контакту со своим высшим я тоже его ученица, поэтому, кто еще не знаком, пожалуйста, знакомьтесь, это действительно очень стоящий практик, проводник и для кого-то даже учитель. Благодарю. Я себя не считаю учителем, но благодарю. Так, ты сидел в джунглях, да, Я очень отлетевшая начинается эта история. Отлетевшая начинается. Я сидел в джунглях и медитировал. Ну вот прям полгода. Не только медитировал, я еще плюс делал нашу платформу школы, потому что, опять же, как раз там выпало, да, что вот эта вся история там с Телеграмом, прочее, мне пришлось срочно брать быка за рога и тянуть самому. Поэтому у нас теперь есть полноценная платформа школы, там, со всякими прямыми эфирами и прочее, но это уже, знаешь, это уже для выпуска по IT, а не по эзотерике. Поэтому я в том числе, естественно, да, я прям заходил глубоко. Понимаешь, в чем дело? Мне наступает, я думаю, у любых практиков наступают определенные периоды жизни, когда хочется рвануть вперед, вот прям рывок вперед сделать, но тебя держит, что-то держит, накопившийся как бы пласт. Накопившийся пласт, у меня накопился большой пласт каких-то недопониманий, каких-то недоосмыслений, каких-то, может быть, даже страхов в какой-то степени, каких-то проблем, даже не проблем, скорее вот неких глюков накопленных. Такой, да, некий кармический большой багаж. Это уже не первый мой уход, на самом деле, вот так вот в некое отшельничество, и до этого было несколько раз, но в этот раз я прям почувствовал, что мне нужно вот прям основательно уйти и прям очень глубоко зайти. Я зашел. Я прям полгода, я полностью дистанцировался от всего. Я дистанцировался от людей, от каких-то практиков, от студентов в том числе. Я вел лекции, да, там по вечерам, но все общение со мной шло через администратора. Я скажу честно, я, наверное, так и продолжу. И продолжу, потому что я годами выходил утром, мне за ночь набегало там 20, 30, 40 писем. Я помню, когда вот в первый день я ушел, я ведь и с тобой, то есть я со всеми оборвал связь, я тебе написал, что типа я ухожу в ретрит. Ты, правда, наверное, не сразу поняла, насколько по времени он будет. Ты, наверное, полагал, ну типа там дней на 10. Пару недель, думала, да. Пару недель, нет. Я прям знал, что я на полгода минимум. Слушай, вот смотри, вот давай сразу. Давай. Вот ты такой мощный практик, да, я вот только сказала, какой ты уникальный, да, в какой-то степени. И тут ты говоришь, вот, у меня накопилось столько проблем. Конечно. И так далее. Вот может у кого-то возникнуть, да, все-таки диссонанс. Как так? Действительно, человек, который на контакте с духом, на контакте с своим высшим я, откуда у него вообще проблемы? И почему для этого нужно уходить в полугодовое отшельничество. Цифровое да. такое. Слушай, ну, во-первых, я много раз говорил, что я не там это, знаешь, типа там супер-гуру просветленный. И вообще я считаю, что если человек говорит, что он супер-гуру просветленный, это уже определенные вопросы к нему, а просветленный ли он.
Это первое. Второе, ну, опять же таки, я живой человек. Раз я на этой планете, раз я воплотился здесь, мне есть с чем работать. Всем, кто... То есть, если бы мне бы не было с чем работать, я бы сюда бы и не приходил бы. И это у всех так. То есть, возможно, да, как бы, если вот взять, например, даже, знаешь, самых-самых-самых вот условно известных духовных учителей, Ошо, ну, если брать из таких, из известных, тот же Садхгуру, естественно, но, а если из прям очень глубоких, Кришнамурти, Рамана Махарши, мой любимый, да, из Адвайта Веданты, ну, как бы они все проходили определенные этапы. Рамана Махарши вообще прошел через, по сути, опыт сильной панической атаки, которая спалила у него все, и после этого как бы, да, сожгло ему эго, там, по-моему, в каком-то, не помню, во сколько лет, и потом вот он уже ушел в горы и сидел там, и потом уже к нему стали подтягиваться люди. Вот, и мне прям нужен был этот опыт. Я закопался немножко в такую, знаешь, в рутину, в социальную рутину. Там не прям, знаешь, вот были проблемы прям большие. То есть это некий потенциал, который накопился и требовал тишины для того, чтобы вырваться вперед. Ну то есть в целом у тебя все было хорошо, Да. просто вот требовалась тебе вот Да, эта перезагрузка. да. Глобально да. Да, вот то есть я и хотела спросить, что как на таком уровне условно контакта с духом, как у тебя, как ощущаются вот эти вот переходы? Потому что, ну, я чуть-чуть знаю, просто хочу подвести тебя. Подвести, да, я понял, то для есть, зрителей. Да, для зрителей, чтобы они понимали, что то, что ты называешь сейчас огромными там проблемами, которые требовали полугодового ретрита, кто-то мечтает о такой жизни, Да нет, понимаешь? Ну, естественно, это был накопленный потенциал, который требовал своего выражения. Я его выразил. Я его выразил, и я, ну, если хочешь, я расскажу немножко об этом, а потом пойдем дальше. Конечно, давай. Полгода мы штурмовали высшее я. Не только я. То есть, опять же, у меня каждый вечер шли группы, студенты, первая ступень, вторая ступень, особенно вторая ступень. Потому что первая ступень — это, ну, как бы в школе это просто заход, это просто Вторая ступень, просто ты имеешь в виду, прикосновение. где возраст духа изучают, где возраст родственные духа, души? где родственные души, где контакт с божественным, с абсолютом, вот там, вот самым-самым верхним. И вот он особенно раскачал. Контакт с трансцендентом. У меня были йоги, там прям йоги, которые занимались много лет этой темой. То есть ты имеешь в виду, что к тебе в группу на обучение пришли те, кто уже много лет занимался естественно, йогой? это стандартная история. На второй ступени практически все, кто в том или ином виде где-то чем-то занимался. Ну, то есть уже опытные практики. Уже опытные практики, да. И прям сильно опытные. И вот их прям особенно. Вот мы прям с ними в таком вот как бы в неком едином потоке прям рванули вперед. Понимаешь, в чем дело? Еще плюс мы с тобой же на эту тему снимали прошлые ролики, как раз вот, да, про абсолют, про вот это все. У меня были эксперименты по заходу вот туда, прям на самые высокие уровни, но в этот раз это было совсем другое, прям совсем другое, потому что в этот раз мы пошли, мы даже, ну, ты знаешь мои все техники, мы разотождествляемся как бы с там проявлениями физического тела, эфирного, астрального, ментального, чтобы раскрылись более глубокие вот эти вот состояния духа, да. Этим же самым занималась Адвайта Веданта, Дзогчен, этим же самым занимается современный mindfulness в более упрощенном виде. Этим же самым занимается, опять же таки, классический буддизм, не классический буддизм, половина индуизма в самых своих вот этих глубоких мистических техниках. И, в принципе, мы не придумываем ничего нового. Мы идем чисто по всем древним техникам, разотождествляемся, отпускаем все ненужное, чтобы проявилось нужное. И контакт с трансцендентным, чтобы ты прям по-настоящему к нему прикоснулся, по сути, это выход и даже за пределы высшего я. То есть высшее я как концепция, высшее я как некое состояние, мы с ним тоже разотождествляемся. Ну, то есть со своей сверхличностью, можно еще сказать, со своей душой. Со своей сверхличностью, со своей душой. И где-то спустя 2 месяца, как раз вот основная практика шла 2 месяца, прям в конце, это был последний день, последняя лекция, мы все вместе опять заходим, разотождествляемся. Меня выбивает в такое состояние глубочайшего потока. То есть вот ты можешь, условно, ты можешь рассуждать о потоке, можешь говорить о потоке, а здесь ты и есть этот поток, который проживает момент здесь и сейчас. Там нету даже высшего я. Там нету, в принципе, ничего.
и одновременно есть все, и ты ходишь и смотришь на все предметы вокруг, как на, как на проявление божественного. Причем, опять же, про это говорят все на Ютубе, что типа вот там проявление божественного. Но одно дело говорить, а другое дело ты прям становишься этим потоком. Ты прям становишься и проживаешь это. И самое главное, тебя как бы вот в это состояние входишь и не выходишь из него вообще. День проходит, 2 проходят, 3 проходит, неделя проходит. И такое ощущение, то есть, во-первых, в нем тебе не хочется никому ничего объяснять и доказывать, потому что больше нету того, кто может объяснять и доказывать. Вот этот вот эгоцентрический ум, он сгорел вообще полностью в ноль. Потом, например, там ты хочешь, как бы там, знаешь, вот некоторые говорят, что вот там просветленный возгордился, там некому возгордиться. То есть там вообще больше деятеля, который бы действовал, его там больше нету. В этом потоке, в этом процессе нету деятеля. Есть просто полное и тотальное присутствие в потоке, который реализует себя во всех возможных формах, во всех возможных вариациях, условно от самых плотных до самых высоких. И ты одновременно проживаешь это все. И в этом состоянии меня заклинило где-то недели на 2. Потом мы вернулись в Россию, как раз я прям уже вышел из ретрита, меня немножечко утянула социалка, но вот сейчас я поеду обратно, и я думаю, мы продолжим этот процесс. Мы, кстати, хотим с Данилой снять, возможно, сегодня и снимем отдельное видео про Россию, так что оно будет. Я расскажу, я как раз на контрасте, так как меня тут полгода не было, я прям в подробностях Россия опишу, с тонкого плана, так что ищите на моем канале. Но я хочу сейчас другое спросить. Вот смотри, вот этот опыт, про который ты описываешь, вот этого тотального единения, полного звучит как, ну, действительно такой отлет. Я понимаю, о чем ты говоришь, но вот я хочу для тех людей, кто, может быть, никогда не переживал это состояние. И вот то, что ты описываешь, для них это звучит, ну, как бы классно. А что дальше-то? Вот, что дальше-то, что с этим делать? Что Смотри, тебе это дает? Во-первых, когда ты в нем, у тебя нету вопросов, что дальше. И что тебе это может дать, тоже нету. Ты не становишься ли каким-то, знаешь, безинициативным, абсолютно ничего не желающим? Функциональная личность остается. Вот я прям, пройдя как бы этот как бы путь, да, я прям вот это самое осознанно, как говорится, подписываюсь под своими словами. Функциональная личность, которая ходит, говорит, там, двигает ртом, остается. Это понятно, да. Я имею в виду такую историю, которая знаешь... что-то хочет, что-то делает. Которые много вот есть таких, но я действительно считаю этих людей отлетевшими, которые вот это вот «я свет, любовь», это не про это само. Вообще, там нету «я свет, любовь». И даже не просто, ну, как бы тебе это описать, что человек, который говорит, а зачем что-то желать? А зачем что-то делать? Я понимаю. Зачем чего-то добиваться? Я вот про это. Люди живут, работают на работе. Это одно из состояний. Но это не то, о чем я сейчас говорю. То, что ты говоришь, это, по сути, одно из состояний на пути, возможно, к вот этому вот глубокому раскрытию вот этого вечного и бесконечного. Ощущение, что, как бы, да, а зачем что-то желать? Да, я зачем в точке что-то 0, делать? я просто сижу. Просто, да, я же хорошо сижу, я вот Бог. А знаешь почему? Потому что этот поток, в котором ты действительно находишься, это очень деятельный поток. Он включает в себя все действия вообще, которые осуществляются, которые осуществлялись, которые будут осуществляться и которым даже не суждено осуществиться. Ведь Бог-творец, он же играет в эту игру через нас всех. Ну, условно говоря, да, если вот этими терминами пользоваться, это прям поток, это поток жизни. То есть ты становишься потоком жизни в моменте здесь и сейчас. Там нету никакого... То есть вот это вот ощущение 0, и ты сидишь, я бы даже сказал, что это выпадание из потока жизни. Оно не имеет отношения к глубоким вот этим вот по-настоящему глубоким состояниям. Оно тоже у меня было в процессе, то есть там несколько условно недель я что-то похожее улавливал, но это один из слоев. Разотождествляясь с ним, ты проходишь дальше. Вот, я про это и говорю, что получается вот этот слой, кто, возможно, на нем застревает, а у меня есть ощущение, что прям много, ну, довольно сильных практиков могли на нем застрять, когда вот это вот отрешение от всего, мне не нужны отношения, мне не нужны деньги, мне не нужна работа, я вот здесь вот в этом единении с Богом сижу, и у меня уже все прекрасно, а вы вот тут какой-то ерундой занимаетесь, что вы вот продолжаете желать. В этом-то и суть. Они сидят в единении с Богом. Они сидят в единении с Богом. Но когда ты по-настоящему доходишь по этому пути до некого финала,
ты не в единении с ним, ты и есть он. Ну вот здесь Это снова... очень большая Вот, разница. И когда ты становишься да. им, ты видишь всю эту огромную игру, как бы, которая осуществляется, и играешь уже по, как бы вот, как Бог, по-настоящему. Это может звучать отлетевше, но это было самое заземляющее состояние, которое у меня было. Мгм. Оно даже более заземляюще чувствуется, чем контакт с высшим я, потому что контакт с высшим я — это твоя сверхличность, условно, которая наблюдает за твоими всеми процессами и прочее, прочее. Финальный выход в состояние вот этого вот около соматических переживаний, а я потом прям взял книгу, то есть я, опять же, я же больше не теоретик, я практик, да, я как бы, я потом, знаешь, я дохожу до определенных уровней, потом так открываю и читаем, что там умные йоги про это говорили. А они прям это описали. У них есть несколько видов самадхи, то есть у них там савикальпа самадхи, нирвакальпа самадхи, еще там что-то. И по сути, один в один, я прям читаю, один в один состояние вот как бы вот этого вот глубокого единения, полного растворения, отсутствие эго, отсутствие наблюдателя, даже отсутствие некого деятеля. Ну ты же При этом говоришь, ты наоборот очень при этом деятельный. как бы это описать? Особенно когда ты уже не совсем там. Мгм, То мгм. есть я же, видишь, я сейчас описываю больше по воспоминаниям. Ам, Там такое состояние, что деятеля отдельного от этого потока нет, но сам поток очень деятельный. Мгм, Сам поток, он, по мгм. сути, есть действие. То Это есть это, да, концентрированное как действие. жизненная сила Да, такая получается, которой ты становишься, с да, которой ты да, сливаешься, и ты вот из себя представляешь эту божественную да. силу И жизненную. ты не видишь никакой разницы между, условно, собой и столом, с Мгм. одной стороны, да, но с другой стороны, некая твоя функциональная личность, она сохраняется, потому что ты все равно здесь, ты на этой планете. Просто это вот такое вот полное, знаешь, полное единение со всем. Полное единение со всем. При этом ты частично, ты-то, ну, ты понимаешь, что как бы это, вот, это знаешь, на что похоже? Как вот как дерево. Оно одновременно ощущает себя деревом и одновременно ощущает весь лес и всю планету, и всю биосферу целиком полностью, как некое такое единое живое существо, находясь в полной взаимосвязи абсолютно со всем, но при этом некая функциональная как бы вот эта оболочка дерева у нее остается. Вот это вот будет самое близкое. Да, хорошо. И вот смотри, все-таки заземлить эту всю историю. Заземлить. Что тебе это дало? Вот ты пребывал в этом состоянии там несколько недель, да? Да. И как изменилась в этом твоя жизнь? Как ты общался со своей семьей, со своими детьми? Как ты работал в Ой, этом? я очень вообще переосмыслил кучу разных вещей. Вообще кучу. Вообще кто я, где я, куда я, где дети, кто я, вообще как их воспринимать. Потому что у тебя слетают все шаблоны. Вообще Все полностью. наносное Все получается, да? наносное слетает просто в ноль. И ты проживаешь вот этот вот поток. Он такой мощный, он такой сильный. И в принципе, я сейчас в это состояние по желанию могу входить. То есть я как бы из него вышел, ну, меня Мгм. выбил определенные социальные вот эти, я вернулся в Россию, тут опять, тут немножко больше нужно прилагать каких-то, знаешь, социальных усилий, чтобы ну, оставаться в неком потоке. Одно дело, ты сидишь в джунглях и смотришь на, как бы, на джунгли, у тебя это с самого утра до самого вечера. А другое дело, как бы в таком, в крупном обществе, в крупном городе, в Москве, то есть все равно тут нужно немножко больше подсобрать свою функциональную личность, но при желании я могу разотождествиться и снова укатиться вот туда очень быстро. То есть это как такой, знаешь, как прямой канал. Да, и в чем будет разница? Вот ты сейчас без этого состояния работаешь, общаешься со Мгм. своей Но семьей. у меня все равно есть это состояние, оно Мгм. просто не сильное. Оно не сильное, и оно, вот если мы с тобой говорим про заземление, по сравнению с высшим я, вот заход на высшее я, да, это мудрость, глубина, ощущение посмертного мира, ощущение, мы с тобой целый ролик снимали Мгм. про посмертный мир, кому интересно, возможно, он даже вот где-то вот здесь, Мгм. вот тут вот, да, появится. Но вот то, про что я сейчас говорю, ты полностью проходишь вот это все, и у тебя все сливается в одно такую единую, знаешь, очень красивую картину, очень красивый цветок, просто потрясающий такой вот, он, опять же, это невозможно описать словами, но он очень красивый, и он, кстати, вбирает в себя
и условно пространство вот так называемого божественного и пространство хаоса тоже. Он вбирает в себя и хаос, он все в себя вбирает. Вот это состояние вбирает в себя все. Ты одновременно ощущаешь себя условно и созидателем, и разрушителем в одном в одном вот таком вот свернутом в бесконечность, в огромную восьмерку. У меня был восьмерку. как раз вот про это вопрос, что то есть вот то, что я называю отлетевшим, да, вот это вот, что мне ничего не надо, Да. Это вот чисто верхние чисто такие верхнее. истории. Тут и верх, и низ, здесь все. И, здесь и поэтому гармония оно такая, более да. даже заземляющее, чем просто контакт с высшим я, потому что контакт с высшим я — это прям движение чисто вверх. А здесь одновременная восьмерка вверх и развернутая вниз. То есть ты становишься действительно таким вот балансом. Балансом, да. Полностью. Да. Ну вот опять, все, я сегодня прям земная девушка. Давай. Заземляю опять, что ну и чё? Мне хочется задать этот вопрос, который наверняка в умах многих людей. Ты знаешь, у меня вот в эти 2 недели было ощущение, что это конец духовного развития. Все равно люди, которые вот здесь Но это опять гордыня, смотри. Нет, там не было гордыни. Там не было вот, там, знаешь, там не было вот такого вот ощущения, что это конец духовного развития. Я дошел, я молодец. Я единственный в мире. Да, я единственный. Ну ладно, не единственный. Нас 5 великих мудрецов, включая меня. О, Данила, кланяйтесь мне, да? Там нет такого. Там нету субъекта, который может испытывать гордыню. Я даже пытался, мне было интересно, смогу ли я испытывать вот что-то вот нет. Его как отбило, его просто нету. То есть там нету субъекта. Это очень необычное ощущение. Ну, особенно хорошо. Вот сейчас по воспоминаниям. Это очень необычное состояние. Там нету субъекта, который... И у меня было ощущение конца. То есть, знаешь, как будто я вот этой великой восьмеркой стал, и все. Я даже... единственное, вот ты мне говорила в плане вот там, что отсутствие каких-то желаний, наверное, первые дни у меня было ощущение, а о чем рассказывают людям в школе? Как будто ты все познал как уже, будто да? я не... То есть, ты знаешь что? Это не процесс познания. Это, опять же, это процесс... Как будто все понятно, Как будто да? все... Как будто ты и есть вот это вот все. То есть, как будто об этом даже говорить не надо. То есть, непонятно, что говорить. Снова вести людей к высшему я? Зачем? Вести их как бы в состояние божественного? Зачем? Они проходят свою игру. Ну вот, я говорю, вот оно все, вот это где появилось, что зачем все это надо. И просто хотелось быть в этом потоке. И знаешь, я скажу даже больше, я как раз вот в эти 7 дней я вообще не занимался ни эзотерикой, ничем. Чисто земными вещами. Чисто земными. Я оформлял билеты, я доделывал платформу. Я видел в этом больше божественности, чем в рассуждениях, в медитации вообще каких-то вот вещей. Поэтому я и говорю, что это на самом деле это очень заземляющий опыт. Я к чему и пытаюсь привести, потому что многие твои фразы сейчас, особенно для людей, кто, возможно, с подобным хотя бы на каких-то меньших слоях, но вообще не соприкасался, кто-то там с высшим я еще не соприкоснулся. Для них многие эти фразы, они могут звучать, что типа, ну, классно стелишь, да, но что с того? У меня дети, у меня зарплата задержали, у меня там какие-нибудь проблемы, болезни. Вот. Смотри, эти люди, они все равно испытывают духовный зуд. Назовем это так. Их душа все равно привела сюда, на этот канал, на канал по эзотерике, по духовности. Вот это конец духовного зуда. Там все, там нету его больше. Его просто больше нету. Вот на этом вот этапе, когда ты там. И когда ты там, тебе не просто понятно все на уровне личности, вот здесь вот, тебе вообще все понятно целиком. И даже это не на уровне понятий, это на уровне такого, знаешь, некого законченного сознания, которое мне даже не хотелось как-то там разбирать на части, выделять, что-то объяснять. Мне просто было все предельно понятно. Все. Конец. Это был конец. Но вот твои действия или результаты твоих действий все-таки там с покупкой билетов или какими-то другими, вот которыми ты в те моменты занимался, да, вот общение с семьей твоей или что-то еще. Они стали, я скажу так, они стали более земные, но при этом по-настоящему более духовные. Более искренние, более честные. Да. Более честные, да. И как тебе в этой честности? Мне было очень хорошо.
Круто Мне было. было очень хорошо, да. Потому что вот тоже такой, ну, момент, да, многие, кто на духовном пути, кто на честном духовном пути, когда начинаешь смотреть в себя, в свои какие-то несовершенства, когда спадают постоянные иллюзии, Мгм. то эта честность, реальная честность, не вот это вот все, да, как все классно, здорово, а реальная честность, она всеми людьми проживается очень болезненно по большей Мгм. части, А там потому нет. что вот, А там нет. Там некому проживать болезненно. вот, блин, ну И я все, после этого, я после нам этого, надо. я после этого понял, вот опять же, то есть я больше как практик, да, я потом уже стал, там, через 2-3 недели я стал смотреть книги, читать. Там очень интересно, ведь описывают, например, всяких вот ребят, которые там в монастырях много лет сидят. Опять же, такие, тут видишь, что еще я, кстати, понял. М, Во-первых, кстати, в этом состоянии абсолютно спокойно можно говорить «я». Вот часто в комментариях пишут, что типа вы говорите я, у вас столько везде я. Я спокойно там говорил я. Мне вообще, кстати, никогда не понимал, почему нельзя говорить я. Ну Как так нужно о это же себе, одна из вот этих духовных как нужно иллюзий, о ловушек. себе говорить, там типа оно, Ну так вот я же я, ит говорю, и вот, оно, как по Юнгу. я про вот это как раз-таки говорю, что есть очень много, большой ряд искажений сейчас Мгм. в сфере эзотерики, духовности, где кто-то, какой-то гуру там сказал, причем гуру мог сказать нормально, его неправильно поняли, Неправильно поняли, да. исказили, да, и теперь нельзя говорить «я», после Нет, каждого слова должно быть «благодарю», ну благодарю, там, и да. вот, ну короче, Нет, там куча вот этой совершенно истории. спокойно было я, потому что я — это описание функциональной, вот как бы некой функциональной оболочки. Мгм. Я говорю о себе, о функциональной оболочке, но при этом там нету отождествления с этим «я», там нету отождествления с этой оболочкой, это просто норма русского языка. Слушай, ну даже в Библии, в конце концов, там есть фразы, где Бог там говорит Ну, я конечно, ну, есть, потому там и что так в далее. современном языке есть термин «я» для обозначения говорящего. Все. Вот примерно это же самое там. Но это так, это немножко в сторону. И много написано о всяких монахах, которые сидели в монастырях и доходили вот до очень похожих состояний. Как говорится, за 13 лет уже можно было бы к ним прийти, я вот и пришел, да, и они же что делали? Вот вспомни вот этих вот классических, индуистских, буддийских, таких вот прям сильных монахов. Они что делали? Они воду носили, рубили дрова, жили Так это же себе даже обычной притча, это, скромной да, жизнью. что как ты жил Да-да-да. до просветления. И Я после, ел да. рис и носил воду. Да-да-да. Как ты живешь после После. То же просветления? Ем самое. рис и И ношу ношу воду. воду. И это так прекрасно. Это такая духовная практика. Вот. Там слетают все, знаешь, вот эти вот стремления какой-то там к духовности, каким-то там к практикам высоким. Ты просто ешь рис, носишь воду, тебе так хорошо. Вот это вот хорошо, вот в этом разница, потому что большинство процессов, которыми заняты люди, чаще всего Мгм. они именно ими не удовлетворены. Да. То есть они едят рис, носят воду и страдают от этого. Да. А просветленным, условно, сейчас не Условно люблю это просветленным, слово, да, 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 но да. отличает то, что он то же самое делает, То же но ему самое. это искренне Да. нравится. И вот вопрос снова в этой честности, потому что я могу рассказать всем, как мне классно живется, да, там, Да-да-да, но именно. если я внутри этого не ощущаю, Да. то какая Да, разница? именно так. Но вот те 2 недели это была самая максимальная честность, которая у меня вообще была в жизни. Не испортились ли у тебя, наоборот, с кем-то Нет, отношения из-за этого? вообще прекрасно. Со всеми все очень хорошо. Там нету субъекта, у которого могут испортиться отношения с кем-то. Слушай, ну вот куда делись все твои какие-то программы, сценарии, твой характер, твоя вот личность, вот все, что заложено тебе было, да, вот до В этого же те ты 2 как-то недели жил? я их не чувствовал. Потом они медленно опять накатили, но Мгм, опять же, мгм. вот как пишут в текстах в индуистских, да, в том числе, 3 вида соматических переживаний, и только последний, третий, финальный, он постоянный. А первые 2, они переменные. То есть мы, если сейчас откроем Википедию, тут вот Мгм. опять же можно куда-нибудь, например, подгрузить, да, это эти описания. В последнем только, в финальном, ты как бы заходишь и все, и больше не выходишь. Все предыдущие — это состояния самадхические в практике. Там как? Там, если я верно помню, самое первое — это самадхические состояния в практике. После выхода из практики ты уходишь из них. Второй тип — это самадхические состояния в практике, которые сохраняются после практики на некоторое время. Это вот то, что у Мгм. меня было. И последнее — самадхические состояния, для которых уже не нужны практики.
ничего не нужно, ты просто в них живешь и все. Ты видишь таких людей вот среди пространства, гуру или кого-то? Ты знаешь таких? Ну, то есть ты чувствуешь, что они Рамана есть? Махарши. Ты прям Рамана уверен в Махарши, этом? уверен, мы его Мгм. просматривали. Это Рамана Махарши, основатель Адвайта Веданта, он уже умер. Мгм. Он уже умер, он в 20 веке. У него как раз вот в книгах по йоге описывают, что приход в состояние условного просветления, назовем его так, оно может быть двух видов. Либо это приход в состояние просветления резкий, и это процентов 20-30 только. Но основная масса, основные там условно 70-80%, это люди, которые приходят постепенно. Мгм. Которые вот медленно, вначале первое, вот это вот условно самадхическое переживание, потом второе, Ну, потом грубо третье. говоря, кто практикует, Кто медленно, да, практикует и еще медленно. раз У практикует. Рамана Махарши он пришел быстро. Ты его знаешь, нет? Мгм. Очень интересный человек. Ой, очень прямо интересный, да. И он пришел к просветлению. Он прям вот мы его, опять же, на второй ступени, у нас же есть отдельное направление, просмотр всяких гуру. Мгм. Учителей гуру на предмет проявленности духа. У него прям вообще фантастическая проявленность. Плюс мы с Лерой, наши уже общие знакомые, мы тоже это просматривали, и Лера еще раз подтвердила, она говорит, да, говорит, у него прям это, прям говорит, у него вот чистый свет, и он говорит, он прям в нем жил, и что если большинство из нас бы от этого света отлетели бы сразу куда-нибудь и вообще бы не вернулись бы уже сюда, он сохранял некую функциональную оболочку. Отлетели, имеется в виду, прям совсем из тела отлетели. Вот, Вообще из хорошо. тела, потому что как будто бы настолько плотный световой поток уже не совсем совместим с Ну, то есть, физическим телом грубо здесь. говоря, да, там была возможно там либо реализация тела света, Ну, либо что-то что-то в этом типа духе. того. Нет, он остался. У Мгм. него он в подростковом, по-моему, в позднем подростковом возрасте, в 16-17 лет, что-то в этом духе, он пережил вот этот вот глубокий страх смерти. Он прям Мгм. прожил через него, и у него сожглось эго так, его некая земная личность сожглась так, что больше не восстановилась. После этого он ушел в горы и сидел в горах, и потом к нему стали подтягиваться люди, потому что это прям чувствуется. Людьми это вот прям чувствуется. К нему стали подтягиваться люди. И он, ну, как рассказывали его ученики, он настолько как бы зашел вот туда, он забыл, как говорить. Ему пришлось первые несколько лет прям восстанавливать речевой аппарат. Вот видишь, вот такие нюансы, да, глубокие, но многих людей, как мне Мгм. кажется, они могут отталкивать. Как вот Мгм. еще раз, Да. ты очень сегодня на таких верхах, я тебя прям буду Давай. заземлять по-хорошему, надеюсь, что люди тебе спросят, господи, зачем мне это? Я не хочу терять речь, я не хочу вот так Безусловно. отлетать. Практически никто и не отлетит так, как он. У него была особая конфигурация, особое стремление. У него даже, по-моему, особого-то и стремления не было. То есть он просто вот разом сжег и все. То есть Мгм. это чисто дух на миссии. Вот он пришел под миссию с определенной миссией, с определенными целями и задачами. Он прям вот под это Провел вот это сюда вот всё. пришел, он Мгм. провел и все, да. Для большинства вот этого вот такого, знаешь, во-первых, так, для большинства контакта с высшим я вполне хватит для того, чтобы решать свои ежедневные вопросы. Как жить, с кем жить, куда жить, там, куда ехать, куда не ехать, там, не знаю, там, что есть, с кем спать, ну, условно говоря, да. Этого вполне хватает контакта с высшим я. То, о чем я сейчас описываю, то, о чем как бы я сейчас говорил, это скорее для уже тех, кто хочет идти дальше, прям совсем в такие в глубокие трансцендентные состояния. В принципе, в них тоже можно быть и сохранять функциональную вот эту самую земную личность, не растворять ее, вполне себе жить, вполне себе существовать. Вот. А те, кто пойдут дальше, я тебе так скажу, они и так пойдут дальше. Они ради этого сюда пришли. Но большинство дальше не пойдет. Не пойдет, потому что я вот вижу по своим ребятам, у меня же очень много крупного бизнеса сейчас в школе. Прям очень много крупного бизнеса. Очень много власти. Очень много, ну, прям миллиардеров. Ну, я не имею права говорить, кто, но прям они прям есть, и они с завидной регулярностью все приходят и приходят. Вот. И многие из них, в том числе из власти, прям из очень высоких постов власти, они мне говорят: спасибо тебе большое.
нам после твоих практик стало намного спокойнее, намного комфортнее сидеть на совещаниях, сидеть там вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Мы прям получаем удовольствие от этой работы. Мы не просто напрягаемся и пашем, да, это самое. Вернее, улыбаемся. Ну, как бы улыбаемся, но, по сути, напрягаемся и пашем. Мы прям получаем удовольствие от этого всего, потому что они совмещают, условно, заседания в определенных организациях, да, в том числе заходами на высшее я. И они, кстати, некоторые из них у меня были на контакте как раз вот с Абсолютом, и очень хорошие получали результаты. И я очень рад, что у нас все больше и больше во власти и в бизнес приходят ребята, которые могут совмещать физику и вот эти вот высокие духовные состояния. Это очень интересный момент. Мне кажется, надо будет отдельно его с тобой затронуть в видео про Россию, потому что, сейчас я так мельком скажу, что это очень интересно про то, как получается. Я же давно видела, и мы с тобой, по-моему, тоже это обсуждали, что вообще очень сильно изменится и госструктуры, и вообще по всему миру. То, что вот и религии изменятся, и религии, да. И я видела давно, что мне вот тут недавно залетел рилс, под которым до сих пор продолжают люди спорить. Я там пишу о том, что будут приходить женщины к власти, очень много будет женщин на государственных постах, очень много будет людей, кто... действительно духовный человек, не просто там Таро раскладывает, ничего не имею просто против Таро, но я имею к тому, что не... Некоторые прям очень сильно раскладывают. Безусловно, Таро, да. Безусловно. Просто я все равно к тому, что люди будут у власти, у каких-то на популярных постах, как инфлюенсеры и так далее, не просто там блогеры, да, какие-то девочки, кто косметику рекламирует. Это все тоже прекрасно. Я имею в виду, что в целом постепенно будет набирать оборот то, что люди действительно духовные, кто занимается подобными практиками, как ты, кто в какой-то традиции или религии относится. Это прям повсеместно станет очень популярно, и это будет в целом создавать и другие законы, и другие корпорации, менять абсолютно режим, где не будет вообще похоже на то, что есть сейчас. И вот то, что ты сейчас это говоришь про то, какие у тебя ребята обучаются в школе, это только подтверждает это. Да. Это же постепенный процесс. И вот я сейчас просто тоже думаю о том, что действительно ты такую большую делаешь миссию, потому что чтобы изменилось на огромных масштабах государственных, планетарных уровнях какие-то политические вопросы, да, какие-то законы, чтобы прям настолько поменялся вот этот строй, это же огромный путь, это огромная работа, и тот вклад, который ты в это вносишь, это же все равно так интересно получается. Это вклад. Мы даже недавно считали, смотри, у нас вот суммарно, получается, с 13 года по 26 выпустилось 5000 человек. Вот сейчас как раз 5000 человек, причем в последние годы мы прям разогнались, мы выпускаем по 1000 человек в год. По 1000 человек в год. Потому что 2 группы примерно по 500 человек плюс-минус, плюс еще 2-я ступень. Очень-очень много сейчас на 2-й ступени ребят. И там самые сильные практики у нас сейчас на 2-й именно ступени. Конечно. 1-я ступень — это такой вот разгон, 2-я прям... Это база. Это база, да. В среднем мы общаемся плюс-минус, наверное, с 20 людьми. Плюс-минус я имею в виду, как бы вот кто вот в таком, в ближнем круге, да, в среднем, как бы так, по крайней мере, считают социологи. Контакт с высшим я хотя бы легкий. У нас у 80%. Вот уже 2 группы мы делали опросы в конце обучения у 80%. Вот, то есть это, смотри, это не вот эти вот глубокие отлетевшие состояния, это прям вот хотя бы легкий контакт с высшим я, легкая благость, легкая гармония, легкая трансцендентность, ответы на вопросы легкие. Вот это у 80%. 80% из 5000, сколько это? Это 4000 плюс-минус, да? 20 человек. 4 мы умножаем на 20, получаем 80 тысяч. 80, а если на 30 уже как бы 120, грубо говоря, 100. 100 тысяч человек примерно, но затронулось через знакомых, через их свет, да, через уже их какие-то там энергии и прочее. 100 тысяч человек, и причем из них 99% это Россия. То есть 100 тысяч человек это на самом деле, это небольшой город, который в том или ином виде немножечко по вибрациям вверх полез. И это я, а сколько вот таких вокруг меня, которые тянут, да, вверх. Поэтому мы все делаем одну миссию, как бы одно дело, одно такое единое большое. Вот так и меняется потихонечку мир, планета, да, вот страна. Я про это и говорю, что буквально вот прям
разрастается это количество людей, Более кто... осознанных, более мудрых, более глубоких, которые могут отпускать эго, которые могут отпускать какие-то состояния ума, которые могут четко отслеживать, где ум и где более глубинные Мгм. какие-то ощущения. Да, да, да. Расскажи еще Расскажи, раз. расскажи подробнее, да, вообще, может быть, кто-то нас первый раз вообще смотрит. Мы обязательно все ссылки на другие видео оставим, посмотрите. Но расскажи, что подробнее происходит в твоей школе на первом Мгм. курсе, на первой ступени и И на на второй. последующих. Первая ступень– это льготная группа, и вторая ступень, собственно, это льготная группа. Льготная, потому что ей есть еще VIP. Что такое VIP? Это индивидуальное ведение. Кстати, теперь VIPы снова с индивидуальным ведением и с личными встречами со мной. Я немножко освободил время. Как Мгм. раз после своего ретрита я все отдал вообще, всю операционку отдал администраторам и Да. команде. Команда огромная, и теперь у меня освободилось время, несколько мест есть, опять же, внизу вы Я не найдете. представляю, как на самом деле Данила это до сих пор делает, потому что, ну, я была на ВИПе у него, и много моих друзей было на ВИПе. Он просто, я всегда говорю, что сдает себя в рабство. Он реально отвечает, созванивается, Созваниваюсь. Иногда не очень быстро, это но правда, все но я равно. отвечаю, созваниваюсь теперь снова. И это бессрочно, то есть всегда Ну, можно задать тебе смотри, вопрос давай практически. по-честному. Как бы формально, если прям человеку реально нужно, то бессрочно, но все-таки через несколько встреч обычно, Человек сам выходит обычно просто сам на выходит на контакт, контакт с да. высшим я, и ему больше моя Но помощь сам не нужна. факт, вот именно сам факт, что пока человек не выйдет на контакт с высшим я, ты с ним стараюсь встречаешься, тянуть, да. созваниваешься, вытаскиваешь его, Да. помогаешь. Да. Ты мне очень сильно Да. помогал видеть разницу между умом, да, где включается мой ум, мои фантазии, да. и именно дух. И вот это, кстати, то, что мне больше всего помогло, именно наши встречи, где мы отличали, потому что я была, хоть и я такая вроде... Это у всех так. Потому что часто, да, как бы кажется, что а вдруг это мои фантазии, а вдруг я придумываю, а вот я что-то увидел, но где гарантия, что это ответ от высшего я? И вот у меня очень долго были эти вопросы, и именно вот наши встречи с тобой помогли Да. Это расставить точки над «и», где я четко понимаю, что вот это ответ духа, вот это ответ от моего ума, мои фантазии. Вот, и если описывать именно не ВИПы, а льготные группы, опять же, ВИПы внизу, льготные группы 6 месяцев. 6 месяцев первая ступень, мы идем четко поэтапно. Вначале разбираем основку внутреннего диалога, потом работу с блоками, с установками, с эго, с эгрегорами, всеми вещами, с которыми нужно разотождествиться. Потом легкое прикосновение к высшему я первое, потом легкий ответ на вопросы, более сложные, потом так называемое большое путешествие, там много разных у нас направлений из высшего я, что можно просматривать, там предназначение, там, не знаю, там прошлые жизни, запуски желаний, событий, всякое разное, все через высшее я, и потом все, что не вошло в первые 5 месяцев, вот такой плавный переход на вторую ступень. Ну, а на второй ступени уже начинается магия. Там у нас на сегодняшний день 6 направлений, то есть это возраст духа, родственные души, это твои, как бы, вот кто вокруг тебя сейчас, вот прям твои родственные души. Это очень ценно, потому что ты действительно находишь прям свою родственную семью. Ты прям Мы сейчас про это будем записывать второе видео. Оно прям вот раскрывается, и ты прям живешь в этом, ты живешь, то есть там прям на самом деле у меня очень многие на курсе находили своих родственных душ, потому что они все равно притягивались, да, друг к дружке. Вот, это родственные души, это искра и блоки, это отдельное направление, проявленность духа, насколько проявлен дух, что мешает духу проявиться дальше. Это вот такая чисто утилитарная техника, как раскрыть в себе вот этот вот поток. И что мешает его раскрытию. Ты можешь не просто заходить на высшее я, а прям четко отслеживать, что мешает более глубокому заходу. Это отдельное направление, получается, личность духа, это прям большое направление, кто ты там в посмертии, что ты там делаешь вообще, как ты докатился до такой жизни на земле, что ты сюда пришел, откуда ты пришел и прочее. Вот, это 4 направления, и 2 новых, это контакт как раз вот с трансцендентным, то, про что мы с тобой говорили на этом ролике, и это восстановление энергии через высшее я, то есть проведение энергии оттуда, максимально физическое тело, для того, чтобы тело было более здоровое, более психологически устойчивое, более счастливое и прочее. То есть это вот чисто как раз вот физика, то, про что мы с тобой сегодня говорили. Да. 6 направлений. И у нас есть теперь отдельное направление, так называемое VIP второй ступени. VIP второй ступени – это все направления, все вообще второй ступени бессрочно в онлайне
сколько хочешь. И даже те, которые потом будут добавляться ко второй ступени. Это полный доступ во всю вторую ступень один раз и навсегда. Ой, это круто. То есть ты не вылетаешь из чата, грубо говоря, а тебя просто ты Да, постоянно ты там просто остаешься. можешь любые курсы брать в любой последовательности, а вторая ступень, она всегда в онлайне. И мы просматриваем ребят, и они Ты друг имеешь в дружку виду, что просматривают. постоянно в онлайне, бессрочно, там какое-то количество Да. лет идут созвоны? Вообще пожизненно. Пожизненно. У них пожизненно. VIP второй – это пожизненный доступ во вторую ступень вообще. Во всю вторую То ступень. есть все новые созвоны человек все может созвоны посещать. может и посещает, да. И Супер у меня круто. уже есть ребята, это на самом деле VIP второй пользовался безумным спросом, его просто набрало Ну, это кучу себе самое народа. интересное вообще, я считаю. И они, знаешь что, у меня даже были люди, которые учились на первой ступени и вперед брали VIP второй, потому Ну что, да, то есть они да. как бы они Намерение проявить надо. проявили, и они вот сейчас ходят из группы в группу, там такие сильные практики теперь. Конечно. Потому что у них же стимул, это же уплочено Постоянная все. практика. И постоянная практика, да, и нужно же ходить, и они ходят, и не просто на одну, там, два, они один и тот же курс, условно, там, не знаю, там, у нас есть еще и 7 направление, совсем забыл, «Жизнь и творчество в истинном я». О, да, новое, кстати. «Жизнь и творчество» новое, оно тоже полугодовое, очень мощное, и люди, они ходят, вот условно, они сходили, например, на высшее я, вот, например, на, там, не знаю, на возраст духа. Они потом еще раз приходят, и еще раз, и еще раз, потому что же VIP второй ты можешь сколько хочешь раз ходить, куда хочешь. Это фантастического уровня практики Творчество — получается. это вот что-то типа того, как ты как-то рассказывал, что ты доставал стихи, да, из высшего да, я. жизнь и творчество в истинном я – это как перенести контакт с высшим я максимально в жизнь. Говорить высшим я, ходить высшим я, что-то вот там, вот я, к примеру, вот сейчас, когда я рассказывал вот о высшем я, это вот были легкие приемы оттуда, из жизни и как бы, да, из жизни. Творчество. Да, в высшем я. И многие ребята на выходе, они, например, мы же там не только делаем жизнь в высшем я, там же еще и творчество в высшем я. Мы и заряжаем там комнату в высшем я, и заряжаем какие-то предметы в высшем я. У них там на выходе получаются абсолютно фантастические заряженные картины, заряженные тексты, как прям артефакты, которые, музыка в высшем я, да. И Интересно. так далее. Это прям отдельное направление. Там я еще не была. Ты там не была, но люди абсолютно в восторге. Вы вот где-нибудь вот здесь вот везде вот увидите их отзывы на это направление. Они прям очень, им прям очень нравится. Так что это все будет развиваться, продолжаться. Тоже, кстати, благодаря отчасти твоим техникам, ты про Атлантиду мы сегодня заводили, я же увидела тоже, что я в Атлантиде не была практически, я пришла с других миров вообще, и наоборот, вот когда соединение веток это происходило, я там очень много работала в астрале, короче, я тоже столько всего повспоминала вот за это время, огромное количество. И это действительно, знаете, друзья, это очень интересно, и я всегда говорю, вот с Лерой мы очень много про это говорим. Вот многие спрашивают, типа, зачем это все, какая-то там шизотерика, там, ну или какие-то, то, что нельзя подтвердить, знаешь, вот эти все истории. Лично мне вот это все помогло тем образом, что когда ты вспоминаешь, или даже если относиться к этому как к фантазиям, но эти знания, они настолько тебя делают вот частью какой-то единой системы, когда ты видишь, что там такое количество работы прямо сейчас ведется, да, на тонком плане, что какое количество у тебя душ тебя поддерживают, кто-то воплощенный, кто-то невоплощенный. У кого-то, как у меня, например, есть вообще свои астральные команды, с которыми там отдельные задания. Когда ты видишь вот эту вот всю широту, то какие-то свои здесь бытовые трудности, иногда очень нелегкие, которые они все равно как-то проживаются гораздо легче, потому что ты понимаешь, что в какой-то степени, во-первых, это все временно, во-вторых, ты сам себе это правда выбрал, ты выбрал это себе точно по силам. Вот когда я вижу почему-то вот это вот, вспоминаю какие-то свои прошлые жизни, тем более там то, что вот на астрале происходит, как я сюда приходила, какая я там где-то даже важная шишка, извините, да, я такая думаю, да все у тебя получится, Алиночка, да все у тебя будет хорошо. И это вот, знаешь, не такой какой-то вот
отличности, да, там подбодрить себя, а это именно внутреннее чувствование, что, ё-моё, да я столько тут для себя придумала, меня столько людей сюда сопровождали, да, и так у каждого практически человека, что то, что я сейчас парюсь там из-за какого-то Васи или еще что-то, да, это большой проект. И то, что вот какие-то мои переживания там где-то за это, где-то за то, это такие все, я все это выдержу, у меня все получится, это мой путь. Вот это действительно изнутри рождается, вот это вот, что я смогу. И так у всех. Да, но это уже тема родственных душ, мы как раз с тобой сейчас это будем обсуждать. Да, дорогие, следующее видео будет прям вот либо скоро, либо уже есть про родственных душ, сейчас снимем, так что ждите. И пишите свои вопросы, комментарии на другие темы, какие вам интересны. Благодарю. Да, тебя. спасибо. Благодарю, спасибо. ребят.